Итак, ребята, всем привет! Доехали здесь остальные запчасти для сборки компьютера. То есть у меня есть китайские запчасти с Алиэкспресса, там материнка, проц и оперативка. Вот. И здесь я дозаказал уже системник. То есть сам корпус будет у меня вот такой вот кугаровский блок у меня будет. Потом на 600 ватт. Вот. И вот такой вот у меня будет ID Cooling, охлаждение для процессора. Итак, начнем мы сейчас с непосредственно системного блока, или корпуса. То есть выглядит он вот так. Корпус залмановский, модель у него вот N5MF. Здесь у него 4 вентилятора, должны быть RGB с RGB подсветкой. Вот. В принципе, за свой ценник должен быть нормальный, но он мне чисто внешне понравился, и отзывы вроде бы как о нем ничего. Вот. Хотя можно было бы вполне себе дешевле взять, но там вентиляторы пришлось бы мне докупать и самому устанавливать. А здесь они уже есть, вот, поэтому я чуть-чуть доплатил, вот, и взял как бы корпус этот. Опять же, можно было как бы дешевле взять, но какой-нибудь там ноунейм, типа, вот, не такой популярный как бы будет производитель. Вот. И опять же у меня был лимит, то есть корпус до 4000 рублей. Вот. Поэтому как бы я все-таки взял именно вот этот. Просто он мне еще визуально понравился. Чек я вам сейчас покажу. Так, блок питания 2790. Потом корпус 3490 и 850 рублей мне обошелся кулер. Вот. Вот чек. Кому надо, паузу нажмете, оставите. Вот. Я вам просто потом все это засниму с экрана, что, где, как, и какие, что понравилось, что нет. Вот, то есть полностью отзыв оставлю. Вот, непосредственно сейчас начнем с распаковки, а потом уже я вам поясню, что, где, как, что понравилось, что нет. Если видео затянется, вы меня извините, как бы, но как могу. Вот, хочу, чтобы было все подробно. Вдруг кому-то эта информация будет полезна. Что меня напрягло сразу при заборе, то есть то, что как будто он уже был юзанный. Вот, я его забирал непосредственно с места доставки. Доставили, и я самовывозом забирал. Вот, как будто его где-то уже пинали, таскали, ручки уже рваные, как бы вот такой он, как будто от него уже несколько раз отказывались. Вот, хотя упаковка в основном, кроме вот этого, нигде не была нарушена. Вот, везде он, в принципе, был в остальном цел. Вот, таких явных, чтобы косяков, я не обнаружил. Дальше мы это все дело открываем, и сейчас мы его вытащим из коробки непосредственно. Вот так вот он выглядит. Я его уже, сразу скажу, открывал на приемке, когда забирал, вот, проверял, что, где и как. Вот. Он, в принципе, не особо тяжелый, я бы сказал, даже легкий. Потом мы снимаем вот эти вот пенопластовые защитные штуки. И, собственно говоря, вот он, наш корпус. Здесь ничего такого сверхъестественного. Я думаю, что за эти деньги что-то ждать от корпуса как бы особо не стоит. Вот. Он мне чем приглянулся, так это, что вот сюда можно установить фильтр. Вот. Здесь уже есть вентиляторы. Они должны быть, по идее, с RGB подсветкой. Вот. Это на вдув. И у него здесь сзади также есть вентилятор. Вот, это он будет на выдув, то есть отсюда. Вот. Здесь у него, как обычно, периферия, расположение блока снизу будет у него. Здесь какое-то стекло, из чего оно, честно говоря, я не помню, что там было написано. Вот. Но есть оно и есть. Я, в принципе, не принципиально. Будет оно какое-то там настоящее, закаленное, или какое-то там оргстекло обычное. Как бы для меня это особой роли не играет. Главное, чтобы
ну, удобство пользования меня устроило. Вот. Потом здесь сверху у него есть вот такая вот магнитная вот, как бы сетка, да, она на магнитах крепится. И сюда также можно на вдув или на выдув установить вентиляторы или водяное охлаждение. Вот. А сюда также можно сделать фильтр, чтобы пыль как бы не засасывала. Вот. Это вот для меня тоже один из плюсов, вот, как бы повлияло на мой, так сказать, выбор. Вот. Дальше здесь у него непосредственно периферия, USB, наушники, вот, потом кнопка перезагрузки, вкл-выкл. Ну, в принципе, все как у всех. И здесь управление вентилятором, я так понимаю, фан. Вот. А куда его подсоединять, я пока еще не разобрался. Дальше открываем вот эту вот стенку мы сейчас и посмотрим, что там у него вообще внутри, что у него в комплектации. Вот, я внутри, если честно, не открывал еще, просто осмотрел как бы, ну, сверху его на повреждения, на царапины, на коцки и забрал. Вовнутрь я не лазил. Так, убираем отсюда стекло, пока его в сторонку положим. И что у нас здесь? Здесь у нас вот такая вот сетка. Вот, я так понимаю, она уже сюда вот будет устанавливаться на переднюю панель в сторону. Потом здесь вот такая вот у нас периферия расположена. Вот. Здесь провода. И, собственно говоря, сейчас мы еще одну стенку откроем. Заднюю. Залман, в принципе, нормальная вроде бы контора, да, но все равно у меня есть некоторые такие придирки к нему. Что я могу сказать? Ну, здесь вот есть какой-то косячок, я так понимаю, это заводской брак, то ли это какие-то непонятные откраски капли, то ли еще что-то. Вот. Дальше с этой стороны это выглядит вот так. Вот, здесь расположение вентиляторами. Это подключение. Здесь у нас документация, всякие болтики, хомуточки. Также здесь в комплекте есть пищалка, вот, что немаловажно. Вот, это если вдруг, как он, спикер называется. Если вдруг какие-то ошибки, то он поможет определить. Вот. Дальше у нас здесь ну, всевозможные подключения проводов, так сказать, проводка. Сюда можно установить, опять же, жесткие диски, раз, два, и можно расположить также SATA диска вот сюда. Так, дальше, что у нас еще здесь из примечательного? Что у нас по низу? Здесь у нас тоже есть сетка, сюда будет как бы блок выдувать, я так понимаю. Но есть вот такие вот косячки, вот я не знаю, вам видно будет или нет. Вот. Но вот это вот, что вот за заклепки, вот это вот. Неужели их нельзя было нормально, как бы по-ровному, как бы прикрепить? То есть это какой-то то ли пьяный, то ли кто там стоял за этим клепальщиком. Что, нельзя было нормально их сделать, что ли? Вот. Вроде бы как бы нормальная контора, а все равно есть вот такие вот моменты. Но мне это не принципиально, не буду я из-за этого куда-то там что-то идти менять. Вот. Мне как бы сойдет. Вот. Дальше. Что у нас дальше? По идее, вот это должна у нас открываться. Вот. Чтобы добраться до вентиляторов. Так, здесь у нас, короче, вот такая вот бодяга получается. Я этот в сторонку уберу. Вот такие вот здесь вентиляторы. Вот 120-е. И здесь вот у нас, ну сюда просто, я так понимаю, можно фильтр вставить.
И все в порядке. Кстати, она даже снимается отдельно. Можно ее брать. Вот. Так что пока все у нас вот так вот. Вот. Ну, собственно, на корпусе все. Начнем теперь с блока. Блок тоже хотел сначала какой-нибудь китайский ноунейм. Вот. Типа там какой-то есть один Пайер или Спайер какой-то, я что-то вот не помню даже. Он там в районе что-то 2600. Но потом просто у меня есть кугаровский, да, на 750. Вот, а это я взял немножко поменьше, на 600. Но для компа, я думаю, с головой. Вот, в принципе, видюху мощную не планируется пока ставить. А если что, потом блок поменять на более, как бы, большей мощности. Проблем, я думаю, не составит. В комплекте идет вот такой вот шнур питания. Потом здесь у нас целая связка проводов. Потом идет инструкция. Здесь у нас стяжка и шурупчики. И, собственно, все. Сам у нас блок в пупырке. Вот такой вот у нас кугар. Здесь вентиляция. Вот так вот его характеристики. Кому интересно, ставьте на паузу, смотрите. Вот здесь кнопка вкл-выкл, что удобно. Потом по разъемам. Что у нас по разъемам? Вдруг кому-то будет интересно. У нас здесь SATA. Есть два кабеля SATA. То есть получается так. 3, 4, 5, 6, 7, 8 разъемов SATA. Потом у нас идет два разъема 6+2. То есть на видюху. Вот. И здесь у нас 24 пина. И получается 8 пин у нас, ну то есть 4+2, вот так вот можно разъединить. Вот. Это у нас идет на ЦПУ. Потом на сборке его включим, проверим. Сейчас ничего не буду тыкать. Это пока всего лишь я вам распаковываю и показываю, что мне приехало. У нас будет остужать нас наш Xeon. Вот этот вот ID Cooling. На сколько тут получается? 3 трубки у нас. Обычный, тоже по идее должен быть RGB. Здесь у нас в комплекте сам вентилятор, потом крепление к сокету. Здесь у нас идет паста, потом сами крепежи. Этот, если мне не изменяет память, на 130 Вт DPD у него, вот, по идее должен справляться. Вот, ну, посмотрим, как это будет на практике. Так что вот так вот. И здесь у нас что? Отлепляем. И вот, смотрите, вроде все ровно. Никаких борозд таких явных нету. Вот. Ну все, теперь пойдем собирать это все дело в кучу. И уже посмотрим, что у нас из этого получится. Поехали!